Фридрих Ницше, немецкий философ, классический филолог. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Змея, которая не может отбросить свою кожу, умирает. Также и умы, которым не под силу изменить свое мнение, перестают быть умами. Чем больше человек молчит, тем больше он начинает говорить разумно. Настоящий мужчина хочет двух вещей – опасности и игры. По этой причине он хочет женщину как самую опасную игрушку. Преимущество плохой памяти состоит в том, что одними и теми же хорошими вещами можно несколько раз наслаждаться впервые. Брак делает несчастным не недостаток любви, а недостаток дружбы. У тебя есть свой путь. У меня есть свой путь. Что касается правильного пути, верного пути и единственного пути, то его не существует. Если вы решили действовать, закройте двери для сомнений. У кого есть зачем жить, сумеет выдержать почти любое как. Мыслитель видит свои действия как эксперименты, а вопросы как попытки что-то выяснить. Успех и неудача для него прежде всего ответы. Никто не может построить тебе мост, по которому именно ты сумеешь перейти через жизненный поток, никто, кроме тебя самого. Чем выше мы взлетаем, тем меньше мы видим тех, кто не может летать. Есть два пути избавить вас от страдания: быстрая смерть и продолжительная любовь. Я не понимаю, зачем заниматься злословием. Если хочешь насолить кому-либо, достаточно лишь сказать о нем какую-нибудь правду. Не самые дурные те вещи, которых мы больше всего стыдимся. Не одно только коварство скрывается под маской. В хитрости бывает так много доброты. Жестокость бесчувственного человека есть антипод сострадания. Жестокость чувствительного – более высокая потенция сострадания. В сущности, между религией и настоящей наукой нет ни родства, ни дружбы, ни вражды. Они на разных полюсах. Мы живем не ради будущего, мы живем, чтобы хранить свое прошлое. Человек навсегда прикован к прошлому. Как бы далеко и быстро он ни бежал, цепь бежит вместе с ним. В любви всегда есть немного безумия, но и в безумии всегда есть немного разума. В этом мире есть два разных типа людей: те, кто хочет знать, и те, кто хочет верить. Всякий глубокий ум нуждается в маске. Более того, вокруг всякого глубокого ума постепенно вырастает маска, благодаря всегда фальшивому, именно плоскому толкованию каждого его слова, каждого шага, каждого подаваемого им признака жизни. Брак выдуман для посредственных людей, которые бездарны как в большой любви, так и в большой дружбе, стало быть, для большинства.
Мысль о самоубийстве является большим утешением. С ее помощью можно пережить много темных ночей. Человечество является скорее средством, а не целью. Человечество является просто подопытным материалом. Настоящий философ боится быть понятым более, чем быть неправильно истолкованным. Тот, кто научится летать однажды, должен сначала научиться ходить, бегать, лазать и танцевать. Нельзя летать. Мой способ возмездия состоит в том, чтобы как можно скорее послать вслед глупости что-нибудь умное. Таким образом, пожалуй, можно еще догнать ее. С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину, козлу. Люди, недоверчивые в отношении самих себя, больше хотят быть любимыми, нежели любить, дабы однажды, хотя бы на мгновение, суметь поверить в самих себя. Героизм – это добрая воля к абсолютной самопогибели. Господство добродетели может быть достигнуто только с помощью тех же средств, которыми вообще достигают господства, и во всяком случае не посредством добродетели. Человек забывает свою вину, когда исповедался в ней другому, но этот последний обыкновенно не забывает ее. Никогда еще никакая религия ни прямо, ни косвенно, ни догматически, ни аллегорически не содержала истины, ибо каждая религия родилась из страха и нужды и вторглась в жизнь через заблуждение разума. Чем свободнее и сильнее индивидуум, тем взыскательнее становится его любовь. Наконец, он жаждет стать сверхчеловеком, ибо все прочее не утоляет его любви. Жизнь есть родник радости, но всюду, где пьет отребье, все родники бывают отравлены. Можно было бы представить высокоморальную лживость, при которой человек осознает свое половое влечение только как долг зачинать детей. Пред ликом скуки даже боги слагают знамена. Смерть достаточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни. Рыцарь знаний должен уметь не только любить своих врагов, но и ненавидеть своих друзей. Брак выдуман для посредственных людей, которые бездарны как в большой любви, так и в большой дружбе, стало быть, для большинства, но и для тех вполне редкостных людей, которые способны как на любовь, так и на дружбу. В каждом поступке высшего человека ваш нравственный закон стократно нарушен. Есть степень заядлой лживости, которую называют чистой совестью. Я скорее погибну, чем отрекусь от этого. Истинно, там, где гибель, закат и падение листьев, там жизнь жертвует собой ради власти. Испытывал ли я когда-нибудь угрызение совести? Память моя хранит на этот счет молчание.
Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.